Как-то раз решил я навестить друга, жившего в деревне. Прохор мастер на все руки был, за что бы ни брался, все идеально выходило. А тут я узнал, что у него полгода назад жена умерла. Вот и заехал к своему старому приятелю поддержать душевно, да и не виделись мы уже лет 10. Последний раз в городе на базаре столкнулись, но это все не то. На ходу общения не получилось, оба спешили по неотложным делам. И вот сегодня наконец-то встретились. Сидели мы за круглым столом, в жарко натопленной избе, и уже часа 3 не могли наговориться. Все, что прошло за последние 10 лет, друг другу рассказывали. Под ногами все время крутился огромный рыжий кот, величиной со среднюю собаку. Рваное ухо и шрам на всю морду выдавали его бойцовский характер. Он басом мурлыкал и терся об мои ноги, выпрашивая еду со стола. «Зря ты его пнул», — сказал Прохор. «Не люблю, когда кот трется». Я отпихнул. Он не понял, опять лезет. Вот и пришлось пнуть. Оправдывался я, глядя на кота, который с недовольным видом отошел от стола. Сидя в углу комнаты, кот облизывал лапу и как бы невзначай поглядывал на меня. Изучает и запоминает. Он такого обращения с собой не прощает, продолжил Прохор. Однажды дальний родственник жены приехал погостить и вот так же отпихнул его ногой от себя. Так этот зверь дождался ночи, когда гость уснул на кровати, выскочил и разодрал в клочья все одеяло, которым укрывался гость. Что такой мстительный кот? Изумился я. Да, нельзя с ним так, он любит ласку, отвечал Прохор. А что ты его держишь такого злобного? Мне это непонятно. Тут все не просто так, кот этот особый, ему цены нет. Прохор вытянул бутыль с мутной жидкостью, приволок закуску. Садись, рассказ будет длинный, расскажу, зачем кота такого держу. Меня долго упрашивать не пришлось, уже было интересно, зачем держать зверя, который тебя загрызть может, если не так на него посмотреть. Понимаешь, начал Прохор, один он у меня остался из всей семьи. С ним живу последние полгода, после того, как Наташи не стало. А ведь все было у меня. Жена, дом, хозяйство. Когда супруга заболела, пришлось постепенно и от коровы, и от кур избавиться. Не под силу мне одному было совсем справиться, да и за Наташей ежечасный уход был нужен. Собака давно от старости умерла. Вот и остались мы с котом вдвоем в этой избе. Но это не главное. А главное, что этот кот меня от смерти спас. Если бы не он, я бы тут сейчас не сидел. А как же так вышло? Заинтересовался я. Ну тогда надо с самого начала рассказывать. Ведь я его тоже когда-то от смерти спас. Собрался я как-то зимой на охоту, иду по лыжне через поле к лесу. Погода прекрасная, тишина кругом. Иду, наслаждаюсь, предвкушаю, как подстрелю зайца на жаркое. Дома жена ждет моих лесных трофеев, и кошка Нюрка тоже в ожидании, под теплой печкой в коробке с котятами, слепыми еще. И тут вдруг слышу, как откуда-то издалека птичий гул нарастает, да все сильнее и сильнее. Обернулся, смотрю, и вправду летит небольшая воронья стая. Впереди одна ворона что-то в клюве тащит, а за ней еще десяток сородичей. Та, что первая, уронила в снег какой-то мешок, а вся остальная стая спустилась вниз. Устроили птицы на снегу драку за эту добычу. Пока одни дрались, другие пытались расклевать мешок, а из мешка душераздирающие звуки доносятся. Понял я, что кто-то живой в мешке есть. Я тут же на помощь поспешил. Выстрелил разок из ружья в воздух, вороны разлетелись, а я к мешку поспешил. Открываю, а в нем котенок, да такой маленький, такой рыжий, только что глазки свои открыл. Вот думаю, хозяин бывший выкинул на помойку, а вороны тут как тут. Так что если бы я в тот день на охоту не пошел, то все, погиб бы рыжий. Схватил я мешок, засунул под куртку, чтобы малыш согрелся, и скорее домой. Прибежал, а жена с кошкой встречают у порога. Наташа сразу догадалась, что что-то неладно. Вот тут я ей предъявил свою рыжую находку. Она руками всплеснула от удивления. Какой яркий, прямо как абрикос. Наташа обработала ему раны, полученные от вороньих клювов. Ну вот, имя ему придумывать не надо. Так он и стал абрикосом.
Нюрка долго обнюхивала найденыша, но, как говорится, чужих детей не бывает, и она приняла его в свою кошачью семью. Так и рос он у нее под теплым брюшком вместе с другими котятами. Когда котята подросли, мы всех раздали, а вот абрикоса решили оставить себе. Невероятной красоты вырос кот, а уж крыс и мышей гонял нещадно. Но больше всего ворон не любил, просто смертельно ненавидел этих птиц. Даже чучело на огороде можно было не ставить. Стал он главным самцом в деревне. Во всех дворах теперь рождались рыжие котята. Так мы и жили 10 лет дружной семьей. Полный комплект. Кот с кошкой, собака во дворе, корова, коза, куры и утки. Все было. Но постепенно наша семья начала редеть. Сперва по очереди не стало собаки, а потом и кошки-нюрки. А год назад Наташа слегла. Остались мы в избе втроем, я с супругой и абрикос. Кот целый день спит на печи, а ночью уходит по своим делам. Больше всего любил он на чердаке сидеть. Видимо, ему оттуда все и всех видно. Я, бывало, выйду на крыльцо, позову его, он прибежит и сразу в дом. А вот в ту ночь погода разыгралась не на шутку. Снег шел уже 3 дня, мороз был за 30, а в эту ночь ветер усилился. Но абрикоса это не остановило, и он по обыкновению ушел из дома. Погода портилась еще сильнее, двор заметало снегом, так что тяжело было выйти на крыльцо. Тут уже спать пора ложиться, а кота нет. Думаю, надо его на ночь домой загнать, к теплой печке. Раз выглянул в коридор, позвал его, не пришел. Второй раз вышел, звал, опять не пришел. В третий раз решил на улицу выглянуть, может, ему сквозь сугроб и к крыльцу не пробраться. Вышел, в чем был, а тут, как назло, порывом ветра, кусок шифера с крыши сорвало, да так, что лист этот прямо на голову мне и приземлился. Естественно, я сознание потерял и в сугроб упал. В это время, неизвестно откуда, появился абрикос. Он, видимо, долго пытался привести меня в чувство. Вылизывал лицо, кусал за уши и нос, но все напрасно. Наташа слышала, как он истошно орал во дворе. Она уже понимала, что произошло что-то ужасное, но встать не могла, была парализована. Но кот был умный, он решил пойти к соседям за помощью. Соседка баба Надя была глуховата, да еще весь вечер в ее доме громко работал телевизор. Кот орал дурным голосом, скребся в дверь и окна. Наконец-то ему удалось привлечь внимание старушки. Она долго не могла понять, что хочет от нее этот орущий рыжий комок. Потом она все-таки догадалась, что кот ее куда-то зовет, и через сугробы пробралась к нам во двор, а там уже и обнаружила меня, без сознания и замерзающего на морозе. Вот такой вот у меня абрикос, а ты говоришь, зачем? Я потрепал абрикоса за рваное ухо и предложил ему кусок колбасы в знак примирения. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.